Здравствуйте, друзья! Сегодня мы ускоренно пробежимся по связке программ DaZ Studio, Mixamo и Marvelous Design, с которыми мы можем быстро создать персонаж для игры, иллюстрации или для видеоролика. Я исхожу из того, что вы уже знаете, как пользоваться данными программами, и пропущу их изучение в этом уроке. В DaZ Studio мы с вами воспользуемся вкладкой Smart Content, где выберем модель Genesis 2, так как именно эта модель без ошибок принимается программой Mixamo. Хорошо. Для управления видом в окне используйте зажатые вместе Ctrl и Alt и кнопки мыши. Чтобы вращаться вокруг модели, используйте левую кнопку мыши. Для масштабирования движение средней кнопки мыши и прокручиванием колесика. Для движения в стороны используйте правую кнопку мыши. Теперь нам нужно перейти в параметры модели, где мы опустим ее руки, чтобы в Marvelous легче было управляться с тканью. Предплечье левой руки мы опустим движком Bend в позицию минус 45. Правое предплечье в позицию 45. Отлично. Теперь придадим фигуре немного женственности. Для этого переходим в свиток Shaping и, используя движки, добиваемся желаемого результата. Достаточно. При желании можно доработать форму модели и в ZBrush, но это не входит в содержание данного урока. Мы же экспортируем готовую модель в формате FBX. Выберите папку для сохранения и дайте файлу подходящее название. Выставьте в меню экспорта все так, как видите здесь. Можете сохранить этот дазовский файл, я же этого делать не буду. Хорошо. Переходим на сайт Mixamo. Если вы еще не зарегистрированы, то сделайте это. Теперь загрузим нашу девочку. Загрузка может занять некоторое время. Если в DaZ вы все сделали правильно, то ошибок быть не должно. Жмем дважды Next, и наша модель появляется в окне Mixamo. Находясь на вкладке с анимациями, подбираем ту, которая пришлась нам по нраву. Я выбрал танец румба. Вы можете выбрать любую другую анимацию или позу. Подгоняю анимацию под свои требования. Отодвигаю руки подальше от тела, чтобы они не цеплялись за ткань одежды при анимировании в Marvelous. А также увеличиваю шаг и делаю движения более плавными. На этом работу с анимацией заканчиваю и загружаю анимированную модель на компьютер. В окне экспорта выставляем все так, как и здесь.
Выбираем нужную папку, экспортируем, и на этом работу с Mixamo можно считать законченной. Дальше запускаем Marvelous Design. У вас может быть установлена другая версия программы, но данный прием работает в любой версии, насколько я знаю. Вначале импортируем файл с анимацией, созданный в Mixamo. Выставляем настройки импорта, как в этом окне. В этой программе для работы с видом в окне 3D используем среднюю кнопку мыши и колесико для движения в стороны и масштабирования, а правую кнопку мыши для вращения вокруг модели. Теперь нам нужно сохранить эту модель как позу. Выбираем «Сохранить как» и «Поза», даем подходящее название и сохраняем. Следующий шаг – импортирование первоначальной модели, созданной в DAZ Studio. Производим те же действия. Отлично. Теперь вы одеваете свою модель, исходя из ваших навыков работы в программе. Я же ускорю процесс создания одежды, так как объяснение этого материала не входит в задумку этого урока. Вот теперь нам понадобится поза, которую мы сохранили. Открываем ее и, используя указанные настройки, подтверждаем. Модель примет соответствующую позу. Превосходно. Теперь вновь импортируем модель с анимацией движения, так как поза анимацию не сохраняет. Модель, скорее всего, не совпадет с одеждой, но это не страшно. Придвигаем одежду к аватару и производим симуляцию, чтобы ткань села по фигуре. Переходим в окно анимации программы. Здесь нужно запустить запись и дождаться ее окончания.
Запускаем воспроизведение анимации и выбираем нужную позу. Переходим в окно симуляции и экспортируем файл в нужном нам формате. На этом позвольте откланяться. Не забудьте о лайках. Всем удачи!